Всем привет, ребята, меня зовут Тоня, рядом со мной Simple, он же Александр Костылев. Расскажи мне о своей личной подготовке к мейджору. Как ты готовился к этому турниру? Ну, я готовился так же, как и всегда, играл аимбот, ДМы, ФПЛы. Мы очень много играли праков, и после праков также играл. Ты помнишь максимум, вот сколько длилась твоя тренировка максимум в день, часов? Часов 10-11, где-то так. Не перегревается мозг? Еще что-то он Да нет, способен? ну устает чуть, но ты понимаешь, что ты получаешь кайф от того, что играешь. От того, что обсуждаешь, намного сложнее. А вот когда играешь в FPL, делаешь какие-то хайлайтики, выигрываешь игры, то тебе приходит какая-то дополнительная энергия. По поводу выступления уже на мейджоре, вот, допустим, в Флейме, все отмечают, что он невероятно включился именно на этом турнире, но иногда вот мы замечали, что как раз с среднячками, с командами среднего уровня он выступает очень хорошо, но когда речь идет о топах, да, там бывает ему сложнее. Ты согласен вообще в целом с этим тезисом, и почему ты думаешь, что так? Нет, мне кажется, только потому, что Егору иногда просто сложно как-то морально играть. Может, он думает, как правильнее или нужнее сделать. Но мне кажется, на этом турнире он будет также продолжать играть хорошо и покажет классный вообще результат. Ну, потому что я тоже такого Егора давно не видел. Он совсем другой, он по-другому и общается, и понимает эту игру. Вы давно уже играете этим составом, в принципе. И Зевс, ваш очевидный лидер, капитан внутри команды. Расскажи, вот как изменилась ли команда Нави за, допустим, последние полгода или, может быть, даже больше? То есть, вспоминая, вот как строится коммуникация внутри коллектива, внутри раундов, внутри официалок. Что-то поменялось? Возможно, кто-то берет на себя какую-то часть ответственности? Или, в принципе, все остается как по-прежде? Ну, если сравнивать там месяца 3-4 назад, то мы не совсем могли натренировать свою игру. У нас были какие-то разногласия в колах. Мы не могли построить такой стопроцентный план на игру. То сейчас Даня и Миша проделывают очень сильную работу, как и всегда. То есть они хотят построить эту игру. Но все понимают, что нам надо взять и постараться выиграть этот мажор. И мы делаем как можно больше работы, каждый из нас. В будущем, ближайшем или далеком, ты бы хотел стать капитаном команды? Вот тебе была бы интересна эта роль? Ну, вот уже там, спустя время, возможно, не сейчас. Ну, если бы я и решался на это ушло бы, я не знаю, полгода где-то, чтобы научиться быть капитаном, да. То есть капитан, он проделывает дополнительную работу с тренером и с анализом игры соперника и своей игры, и придумывает раунды. Это автоматически уменьшается, я не знаю. Время для того, чтобы личный скилл, допустим, да? Индивидуальный скилл, да. Или там играть в ФПЛ, и ты можешь больше уставать. Давай поговорим о целом регионе, СНГ-регионе, потому что мы видели много команд здесь на мажоре, которые играли и квалификации, и групповую стадию. И вот некоторые новостные ресурсы назвали все-таки выступление команд провальным, конкретно так. Ты считаешь, что это так и есть? Или вот как бы ты оценил сейчас уровень подготовки наших ребят? Каждая из команд подготовилась очень хорошо. Если вот Team Spirit только отлетели 0-3, но я знаю, какая у них была подготовка, где они тренируются и как они тренируются. И я понимаю, что этим ребятам, мне кажется, было недостаточно опыта. Может, были какие-то нервы, и они не смогли полностью показать свою игру. Ну, еще надо учитывать, что тут все команды хорошо подготовились к мажору. Авангары всегда играли хорошо. То есть они удивили уже своей игрой на Ace Challenge в Лондоне. Я сразу им сказал, что, скорее всего, они выйдут. Вот они в шаге от выхода. Вот Вега, да, Вега чуть подрастроила, не знаю, почему они так сыграли. Могли лучше. Винстрайк, да, вот Винстрайк меня тоже удивил. Классно сыграли, и Бумыч классно откапитанил, и все попадали в свои выстрелы, и атака у них была очень быстрая и разнообразная, особенно на оверпассе. Было интересно смотреть. Как тебе вообще формат этого мейджора, эта Elo-система? Потому что многие критикуют все-таки этот формат, говорят о том, что фаворитам все-таки легче, чем, там, допустим, андердогам или командам чуть меньшего пассива. Ну, мне нравится этот формат, связанный с тем, что игра на выход и игра на вылет – это best of 3 автоматически. Конечно, это увеличивает дни турнира, но это хорошо для каждого из игроков. Возможно, с одной стороны, там, Astralis выиграли Complexity, Cloud9 и Renegades. Ну, Renegades мы уже все видим, что они хорошо играют. Но, с другой стороны, эта система помогает распределить все команды до финала.
А ведь самое интересное все начинается в плей-оффе, потому что там уже у тебя нету права на ошибку. То, мне кажется, это классная система. Я не знаю, почему люди ее еще и критикуют. Возможно, для молодых команд, для андердогов это сложнее, но Ну да, о том была и речь. тот, кто натренируется, он заслужит выйти в плей-офф рано или поздно. Некоторые команды поставили вас на 7-е место. Да, это Г2 были. Что ты об этом думаешь? Не знаю, Г2, их даже голос не приняли. Там типа как, там ставится сид, наставили 2-е, 3-е, 4-е, но больше 3-е, 4-е. И вот такие вот голоса, как 7-е или там кто-то бы еще ниже поставил, они просто не засчитываются. То есть они просто потратили свой голос впустую. Но это странно, я не знаю, да, с чего это вот Energy вообще. С чего вы взяли, что Energy выше Na'Vi? Energy ничего не выиграли, Energy выиграли какие-то квалификации, и люди как-то странно очень судят. Но Думаешь, я рад, это я рад. связано с какими-то личными отношениями? Может быть, там, не знаю, зависть, неприязнь? Какие у вас отношения вообще в целом с другими командами? Ну, я не спрашиваю сейчас про Г2. Просто вот среди, ну, личностные. Мне не нравятся команды, которые непонятно как выигрывают. Что бы они сейчас не делали, они ничего не выиграют, потому что они играют очень глупо, и игроки их играют очень глупо. Ну, я не буду такие команды называть, но эти команды мне очень сильно не нравятся. Но вообще отношений нет никаких плохих. Вот просто могу так смотреть со стороны, как команда играет, и понимать, что, ну, зачем так играть. Они что, не видят, что мета игры поменялась? И главное, советы не давай. Пусть продолжает в том же духе. Расскажи пару слов о групповой стадии, как она для вас прошла, какой матч, может быть, запомнился больше всего, и встретились ли вы уже с самым желанным соперником? Ну, мы сыграли с Г2 16-7, но там понятно все было. То еще Vitality, вот интересная игра была, но мы отдали тоже свои раунды. Мы просто пересматриваем игру и понимаем, что ошибки, они уменьшаются, но они очень выделяются на фоне всех остальных ошибок других команд. И нам надо вот это вот пофиксить. Ну, с Vitality эти овертаймы, когда Ваня, Даня и Егор взяли 3 в 5 на вторых оверах. Это было очень важно. Я еще тогда смотрю, они 3 в 5, думаю, я еще не знал, что это последний раунд решающий. И я просто такой сижу, думаю, ну ладно, если что, сыграем следующий раунд, он вроде последний. Потом смотрю, делается первый килл, Эли как-то переживает, я думаю, ну, включаю этап, а там уже 2 раунда за командой Vitality, остается последний раунд, я думаю, о нет, это решающий раунд. И парни взяли этот раунд, мы успели закамбэчить, и было классно. Ликвид у вас были? Вот ты хотела об этом Да, ликвиды спросить. еще были. Ну, там Мираж наша тоже игра была. При счете 13-9 мы не слышали, как он дропнул пистолет над ямой. Мы услышали топот. Эрик сказал топот, а потом время чуть заканчивалось, и Даня попросил меня и себя стянуться. Не знаю, может, он думал, что у парней наших нету шансов и это возможность взять раунд, но я хотел бы остаться на той точке, на Б в то время. Но ничего, не повезло. И Авангард. Но Авангард, они перенервничали. Ты чувствовал это в игре? Конечно, да. То есть я, конечно, не искал так много фрагов, как Егор на первых картах, на первой карте, но я понимал, что они вообще делают не то. Я понимал, что если они выходят Б, а потом останавливаются, то что-то уже не так. Самый желанный оппонент, конечно же, Астралис. Поэтому нам надо выиграть четвертьфинал, потом, если что, у Ликвида в полуфинал. И, мне кажется, Астралис будет в финале. Хотела спросить по поводу твоего твита. Вот знаешь, после той игры с Liquid ты писал о том, что какие-то лаги были на сервере, что-то происходит. Что там случилось? Периодически просто первые 3 игры поднимался лосс с 1 до 6, ну, за секунду. Ты мог иногда не слышать звуки гранат, взрывающих там флешек или смоков, или какие-то топоты. В игре с Liquid все зависли 2 раза. Все зависли, прошла секунда, все отвисли, прошло 2 секунды, и опять все зависли. Как-то турнирный оператор помог вам с этим, отреагировал на этот комментарий? Да, он сразу вот после этого твита мне ответил один из главных ESL-ов, и на следующий день админы сразу подошли ко мне, спросили еще раз об этой проблеме, сказали, что ее пофиксили, потому что другие игроки тоже начали говорить об этом. Да. После игры он спросил, ничего ли не было, я ему сказал, что все было ок, и все. Плей-офф впереди. Вы уже понимаете, с кем вы можете встретиться? Да, если фейз выйдут, то это фейзы. То есть фейзы играют с кем там, с Cloud9. Сегодня с Cloud9. Энс с Авангар и Нипы с Vitality. Если фейз выиграют, то мы с ними 100%. Если выиграют Cloud9, Энс и
Vitality, то мы с Sense. Если выиграет Cloud9 Авангар Vitality, то мы с Vitality. Короче, из всех этих соперников, Да. кого бы ты хотел видеть? Да, вообще все равно, неважно кто. Ну, я понимаю, что, скорее всего, Фейс выиграет эту игру. Все-таки нам должен попасться сильный соперник в четвертьфинале. Лучший из 3-2. Поэтому мы будем готовиться к нему. Что делает команду лучшей в мире? Дисциплина. Что делает игрока лучшим в мире? Самоотдача. Бывает ли у тебя чувство, когда тебя уже тошнит от Counter-Strike? Нет. Никогда. Даже если 12 часов тренируешься. Я просто хочу спать и все. Я понимаю, что в таком состоянии уставшем польза от этой тренировки очень маленькая польза. Какая у тебя цель, мечта? Ну, если с КС-кой связано, то, наверное, писать в историю. Значит, это надо повыигрывать все. Стать лучшим игроком еще. Ну, ты уже стал лучшим игроком. Твое граффити есть на одной из карт. Осталось что, выиграть мейджор и все? Но осталось топ-1. Какие еще могут быть вот такие отметки, где ты можешь отметиться в истории Counter-Strike? Выиграть топ-1, забрать топ-1 команды, выиграть мажор. Ну, не один раз, а все-таки 3 раза подряд или 4, чтобы больше Фнатика Больше, выиграть. да. Мгм. Вот такие вот надо. Ну, мечты всегда меняются с возрастом, поэтому пока что такие. Да. Как бы ты описал про КС-сцену сейчас? Очень сильно, уже все понимают, что просто так игры не выиграть, надо вкладывать свое время и тренироваться. Уже все следят друг за другом, анализируют и всегда готовятся к играм. Все стало намного сложнее, и путешествия, и уже надо распределять свой график и уметь проводить время с семьей, с друзьями, отказываться от каких-то турниров. Все поменялось уже, все по-другому. Последний вопрос, такой очень традиционный, очень забитый. Если бы ты встретил Гейбена, что бы ты ему ответил? Что бы ты сказал Гейбу, точнее? Гейба? Гейб Ньюэлла. Ну, ничего, я бы, наверное, с ним сфотографировался, и все. Но я бы ничего ему не сказал ни плохого, ни нехорошего. Я все-таки думаю, он не так уж сильно следит за всякими апдейтами и патчами в игре. Спросил бы, как дела у него. Как дела, бро? Да, так и было бы.